Всем привет! Сегодня готовим быстрый торт на сгущенке со сметанным кремом. На его приготовление у вас уйдет минимум времени, а результат приятно удивит. Коржи очень нежные, пышные, торт буквально тает во рту. Посмотрите, торт получился достаточно высокий. И я сейчас отломаю кусочек, вы чувствуете, какие здесь коржи. Они просто нежнейшие, хорошо пропитаны кремом и очень-очень пышные. В этом тортике очень простое тесто для коржей. Всего коржей будет два. Один светлый, другой темный. И для того, чтобы приготовить светлый корж, мне понадобится 140 грамм муки, одна банка сгущенки. У меня сегодня сгущенка домашняя. Как сделать сгущенку дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Здесь у меня 380 грамм сгущенки, 2 яйца, 8 грамм разрыхлителя для теста, щепотка соли и 1 чайная ложка экстракта ванили. В миску я выливаю сгущенку. Как я уже сказала, тесто готовится очень быстро, поэтому сразу же включите разогреваться духовку на 180 градусов. Добавляю яйца, соль и экстракт ванили. Все взбиваю миксером. Сильно долго ничего взбивать не надо, буквально только все перемешали. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. И хорошо все перемешиваю миксером. Посмотрите, в итоге какое тесто получилось. Оно достаточно жидкое, не плотное. Я подготовила противень. Размер противня у меня 32 на 22 сантиметра. Застелила пергаментной бумагой и смазала слегка растительным маслом без запаха. Выливаю сюда тесто. Распределила тесто ровным слоем. Оно само распределяется, так как тесто довольно жидкое. И отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на 10-12 минут. Конечно, смотрите по своей духовке. Пока у меня выпекается первый корж, я точно таким же способом приготовлю тесто для второго коржа. Только ингредиенты немного надо будет изменить. Вместо 140 грамм муки я беру 110 грамм муки и 30 грамм какао. Все остальное остается точно так же. Первый корж у меня уже готов. Готовность проверяйте зубочисткой или деревянной шпажкой. Но и по внешнему виду сразу видно, что корж уже испекся. Посмотрите, какой он получился. Нежный и пышный. Корж прямо с пергаментной бумагой я перекладываю на решетку, чтобы он остывал. Выливаю темное тесто на подготовленный противень. И точно так же отправляю его в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на примерно 12-15 минут. Сейчас для нашего тортика приготовим очень вкусный и простой сметанный крем. Для этого мне понадобится 700 грамм жирной сметаны. У меня, кстати, сметана домашняя. Как сделать сметану дома, вы можете посмотреть у меня на канале. У меня сметана из 33% сливок. Также у меня здесь 100 грамм сахарной пудры. Можно использовать и сахар. Сахар вы можете корректировать по своему вкусу, как вы хотите. Более сладкий крем или менее сладкий. И также в крем я добавлю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также ароматизировать крем, добавив сюда либо апельсиновую цедру, либо лимонную цедру. Или вообще ничего не добавляя. Просто будет сметанный крем. В сметану я добавляю сахарную пудру и 2 чайные ложки экстракта ванили. Все хорошо перемешиваю. У меня получился вот такой замечательный ароматный сметанный крем. Когда коржи остыли, я сейчас с них снимаю пергаментную бумагу и срежу края, вот эти края.
И каждый корж я разрежу на 2 равные части. Всего в моем тортике получится 4 коржа. Когда вы попробуете этот торт, вы убедитесь, что коржи здесь просто воздушные. И теперь разрезаю коржи пополам. И так у меня получается 4 коржа. И сейчас очень быстро собираем наш торт. Промазываем все коржи кремом поочередно. Белый, черный и так далее. Промазываю первый корж. Я вообще люблю, когда достаточно много крема, чтобы коржи хорошо пропитались. Тогда, мне кажется, торт получается наиболее вкусным. Я выложила последний 4-й корж. И теперь все хорошо промазываю кремом и верх, и бока моего тортика. Из обрезков с коржей делаем крошку. Все измельчаю. Посмотрите, у меня получилась вот такая красивая крошка, разноцветная. Но я вижу, что у меня здесь крошки немного мало для того, чтобы обсыпать весь торт. И поэтому я добавлю в крошку миндальные орешки. Они у меня уже обжаренные. Конечно, это добавляйте по вашему вкусу, по вашему выбору. Я сейчас орешки тоже измельчу в крошку. И у меня получится вот такая вкусная ореховая крошка. Обсыпаю крошкой и верх, и бока моего тортика. Чтобы торт получился максимально вкусным, надо дать ему время пропитаться. Если вы торопитесь, тогда оставьте торт на столе при комнатной температуре часика на 2. Он успеет тоже хорошо пропитаться. Конечно, лучше всего оставить его на ночь в холодильнике, а на следующий день уже разрезать. Но перед тем, как подавать его к столу, тоже надо достать его из холодильника примерно за час, чтобы торт нагрелся. И тогда он будет очень мягким, очень нежным и вкусным. А я сейчас разрежу торт и покажу, какой он у нас получился. Итак, я разрезаю торт. Чувствуется, что коржи такие мягкие, нежные. Посмотрите, как замечательно выглядит этот торт. Он просто нереально красивый и, я уверена, очень вкусный. Конечно, я сейчас попробую этот торт. Торт получился очень нежный. Здесь такие великолепные, очень нежные, пропитанные кремом коржи. Они такие пышные. Я не знаю, просто действительно торт тает во рту. Этот торт я могу сравнить с медовиком. У меня на канале есть рецепт замечательного медовика. Кто пробовал, тот знает, там просто отличные коржи. Тоже такие нежные и пышные. И вот этот торт. И по способу приготовления он еще быстрее готовится, чем медовик. То есть и быстро, и очень нежно, и вкусно. И в наше время, когда совершенно не хватает времени на то, чтобы приготовить что-то такое очень красивое и вкусное, этот торт просто находка. Обязательно попробуйте его, приготовьте. И, кстати, если вы заинтересовались рецептом медовика, я, конечно, оставлю ссылку под видео в описании. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!